Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Вы на канале Medium Натали. Меня зовут Наташа, для тех, кто еще не знает. И сегодня будет у меня для вас расклад такой старинный на колодах Ленорман. Да, то есть у меня две колоды Ленорман разные. Буду варьировать. Три варианта будет у нас. Первый вариант белое сердечко, второй вариант красное сердечко и третий вариант розовое сердечко. Будет гадание называться, ну, то есть как таковой темы не будет, да, это такое, как я уже говорила, старинное гадание, называется оно просто стучит, гремит, на пороге стоит, дверь открывает, на порог ступает, да. То есть будем смотреть просто, да, как вот раньше гадали, просто на вашу ситуацию, на вашу жизнь, что будет, да, в вашей жизни, вот, ну, в общем, да. Хорошо. Эти сердечки пока отодвинем. И начинаем с белого сердечка. Приветствую вас, однерочки. Загадывать вам никого не надо на этом гадании. Можете просто расслабиться, находиться лучше в тишине и одному в комнате, да, думать только вот о своей жизни, о себе, о своей ситуации, да, сконцентрируйтесь, чтобы вы выбрали правильный вариант для вас. Сразу говорю, если сейчас с первых слов вы не будете себя вообще слышать, да, то есть вашу ситуацию вообще не будете слышать, будете понимать, что это вам вообще не подходит, да, все, что я говорю, то не нужно дальше смотреть, тратить свое время, а можете загадать другой вариант. Кому не хватает времени, да, можете на паузу поставить, сконцентрироваться и выбрать, да, или по цвету белое, красное, розовое, или по варианту, как кто привык, да, первый, второй, третий. Хорошо. Сейчас я сначала все выкладу, буду трактовать. Итак, стучит. Гремит. На пороге стоит. Дверь открывает. Ну, уже как раз три. И на порог ступает. Хорошо, будем смотреть по первому варианту, кто к вам стучит, да? Кто к вам стучится или что, да, какие события, может быть, люди какие-то, да, человек и так далее. Это, наверное, вот так, чтобы потом у нас место было. Я не знаю, видно все тут или нет. Когда на этом устройстве гадаю, чтобы с микрофоном, тут не очень так хорошо видно, но зато слышно хорошо. Да, вам и не обязательно все карты видеть, потому что я же тут не обучаю, а просто гадаю, да, раскладываю. Хорошо, на порог стучит к вам. То есть произойдет какой-то обман, да, или воровство, или что-то такое, какая-то неискренность, да, связана с каким-то человеком, да, то есть тут всадник, или вы теперь узнаете от этого человека, да, про какой-то обман, потому что это как известие еще тоже может быть, который к вам прилетит так внезапно, да, и вы это через ключ как бы узнаете, да, то есть вы это узнаете, да, к вам вот придет вот эта вот весточка, что или кто-то вас уже обманул, да,
и чтобы вы были начеку, или что вас хотят обмануть, да, может кто-то вас предупредить собрался. Имейте в виду, да, если вы это еще не знаете, потому что тут общий расклад, у кого-то может это уже произошло, да, и вы это уже знаете, а у кого-то еще произойдет. Да, то есть это может быть потери какие-то, да, даже вот денежные, да, финансовые потери, или вот просто, да, какую-то вещь вы потеряете, которая для вас, ну, для вас очень ценная вещь, да, важная. Или кто-то вас, может, обворует, да, обманет каким-то образом. Это может быть что угодно, да. Это такая карта обмана, воровства, неискренности, да, вот крысы, мыши. Там. Вот. Но ключ, да, говорит о том, что вы об этом узнаете, да, может быть, даже заранее. И сможете разрулить эту ситуацию, все разъяснить и поставить все на свои места, расставить, да, вот. Это может быть от человека, да, от вашего партнера даже, с вашим партнером связано, с вашей личной любовью, да, с вашими отношениями личными, вот, с человеком, да, который у вас сердечные какие-то чувства есть, это может быть с ним связано. Или через него придет это предупреждение, да, тут может и так проиграться. Или он сам вот это совершит это воровство, обман, или через него, да, вы узнаете про какое-то другое воровство и обман. Может быть и так, и так. Но сейчас будем дальше смотреть, потому что потом в конце это как все, как совокупности, вот так надо будет рассматривать. Стучит, гремит, да, это, то есть это дополняет. Ну да, я же говорю, связано это с каким-то мужчиной из вашего дома, да. То есть, может быть, это ваш партнер, ваш муж, да, любимый человек, там, парень и так далее. С которым у вас отношения, с которым вы связаны. То есть, этот обман может быть как от него, да, так и предупреждение от него может идти. Но тут еще выпал карта медведь, да, то есть это будет для вас очень что-то такое значимое, сильное, да, то есть это не какое-то, ну, не что-то такое, ну, не какая-то мелочь, да, а что-то вот очень важное, такое громадное, да, для вас, сильное. То есть, если, например, это ваш любимый человек, да, ваш муж, ваш партнер как-то с этим связан, да, с этой неискренностью, с этим обманом, то эти карты показывают, что этот человек для вас очень важен, да, имеет очень большое значение в вашей жизни. Это вот родной человек даже может быть, вот, то есть из вашей вот семьи, то есть, как я уже говорила, муж, или из вашего родного дома, там, я не знаю, какие-то, может быть, родственники, да, и, ну, именно вот мужского пола, да, потому что вы так и по крови, да, кровный родственник какой-то с вашей семьи, там, брат, дядя, племянник, да, ну, взрослый вот, и так далее, двоюродный брат, да, что угодно, кто угодно. Это для вас как-то даже принесет вам очень такие хлопоты, да, как я уже говорила, да, вот какие-то в рабочих делах или в финансовом плане какие-то хлопоты, казенные там, не знаю, какие-то хлопоты вам, проблемы это принесет, и то есть это для вас как придется вот это вот все выметать, раскручивать, да, раскрывать. И вот ключ об этом тоже говорит, что вы будете искать выход из ситуации, чтобы вот это все опять разрулить, вымести из своей жизни. Вот эти все хлопоты.
Потому что это вам немало проблем принесет. Ну вот, конечно, не очень хорошие, да, это такие вести вам карты принесли. Но зато вы теперь будете знать, что это может такое случиться, да, в вашей жизни. И вы можете на это смотреть как предупреждение. Теперь посмотрим, что или кто на пороге стоит, да. Да, как я уже говорила, это у вас связано, да, с вашей семьей, да. Кто-то из вашей семьи такой весь изворотливый, вот как змея, да, кто-то вас хочет обмануть, как-то неискренне к вам относится. Это может быть какая-то женщина, да, которая неискренне к вам относится, как я уже говорила, по роду. То есть из вашей, ну, кто-то может быть из родственников, да, кто-то из семьи. Вот. Это вот на пороге стоит, да, то есть это тоже может быть с этим всем связано. То есть, может быть, это даже, я не знаю, если у кого-то, может быть, это и не родственница, а просто какая-то соперница, да, может быть, который виды на вашего мужчину имеет, и вы об этом узнаете, да, и, может быть, в этом смысле он как-то вас обманул, да, или обманывал ваш мужчина. Вы захотите с этим разобраться, да, как я уже говорила, будете подбирать ключ, выход, находить выход из положения, ну, искать, и захотите это все вымести из своей жизни, избавиться от вот этой всей грязи, как бы, да. Вот. Ну, это как бы то ли это вот закончится, да, вот это вот все, потому что по карте гроба, да. Или, может быть, вы узнаете о какой-то смерти, да. Тоже такое может быть, потому что карта гроба, да, кто-то, да, тут общий расклад, поэтому может так быть, что об этом вам мужчина сообщит, да, что какая-то вот родственница что-то с вами, какую-то такую фальшивую игру играет, да. Может быть, он что-то об этом узнает, да, о каком-то воровстве или обмане, и будет вас об этом предупреждать, да, чтобы вы были начеку. Вот, что какая-то родственница, ну, как, может такое быть, что даже какая-то постарше родственница, да. Вот, или подруга, которая, ну, постарше, да. Ну, или если вы тоже уже, там, ну, разные возраста смотрят. Если вы не молодая уже женщина, то, может быть, в вашем возрасте подруга просто, да. Но тут просто ее показывают, как вот дама крестовая, это обычно уже такие зрелые личности, да. Вот. Может он вас об этом предупредить. Или может наоборот быть, что вы просто об этом узнаете, да, что ваш мужчина ну,
ну, вас обманул, изменил вам, да, потому что тут еще плетки, как бы, да, это тоже может говорить об измене, о сексе, да, и тем более тут змея выпала, соперница, да, третья лишняя, вот, какие-то третьи лица. Может быть и так, да, как я вот и говорила, или вы от него узнаете, что она какая-то там родственница с вами фальшивую игру играет и в чем-то вас собирается обмануть или уже обманывает, или вы узнаете, да, раскроется это, что он вам с ней с какой-то вот изменяет, да, ну, может быть, кто-то, да, по роду из ваших родственников, могут быть и далее родственники. А может быть такое, что она сама к вам придет и скажет, да, что он, как бы, что он вам изменяет с ней, да. Вот, но это что-то вот по гробу, то есть это может быть какая-то родственница, с которой вы уже давно не общались или не общаетесь, или вы после этого прекратите с ней общение, да, всяческие отношения и так далее. Вот. Или еще такой может быть вариант, что вы узнаете о чьей-то болезни или смерти из родственников, да. Какая-то, может быть, женщина в возрасте или заболела, или даже умерла, которая по роду как-то с вами связана, да. Но это наименьший вариант. Да, больше процентов так проиграется, как я уже говорила, да, потому что тут сам мужчина вышел, да, и плетки, еще и вот змея, и всадник, да, то есть такие быстрые вести, вы как-то об этом случайно, может быть, неожиданно узнаете, да, вот. Дверь открывает и на порог ступает. Тоже откроем. Ну да, после этого всего у вас, конечно, будут ссоры, скандалы, может быть, да, с этим же королем, с этим мужчиной, препятствия какие-то, да, состыковки такие не очень хорошие, будут какие-то еще слухи ходить, да, какие-то, может быть, сплетни, что-то вы как-то будете с кем-то обсуждать, это обговаривать, вот. И на порог ступает, да. Ну, потом кто-то из вас, может быть, вы после этого всего, да, если узнаете об этой измене, об этом обмане, да, или, ну, как я уже говорю, для кого-то это может быть измена, а для кого-то это просто, что вам ваш мужчина, да, сообщил, или какой-то другой мужчина, не обязательно ваш, об каком-то обмане от женщины, да, и может и так быть, и вы потом как бы соберетесь и уедете, скорее всего, куда-то, потому что тут расстояние, да, может быть, переедете, может быть, просто куда-то на время уедете, да, чтобы отдалиться от этого всего. Например, если мужчина изменил, да, то понятно, вы, может быть, захотите уехать от него, да, или, ну, но будет между вами потом как бы такая расстояние, да, большое, и вы об этом, ну, это для вас, конечно, будет так все тоже неожиданно, да, и но это вам как бы в вашем интересе будет, это вам нужно будет сделать, да, и вы не будете никому об этом говорить, да, вы не захотите даже говорить, куда вы поедете, это будет как-то все в тайне, как закрытая книга, вот. Ну, если как бы с этой вот родственницей, да, то понятно, вы как от нее закроетесь и будете ее сторониться, на расстоянии с ней будете, да, разорвете отношения, или как бы, мы же смотрим это как в будущем, да, скорее всего, после вот этого раскрытия обмана, да, вы захотите с ней прекратить общение и будете
после этого скандала, после всего, да, этих всех сплетен, разговоров, будете держаться от нее подальше, не будете ничего о себе давать знать и рассказывать. А если от мужчины, с мужчиной расстанетесь, да, то потому что несколько есть вариантов, которые могут проиграться, то, конечно же, вы тоже не захотите ему говорить, да, куда вы поедете, и как вы живете, и что с вами, где вы, да, с кем вы, чем вы занимаетесь, захотите вот быть на расстоянии, да, остаться наедине с собой и в тайне это все держать. То, что вам нужно будет время, да, все это переработать внутри себя, пережить и отпустить. Ну, вот такое тут. То есть, первый вариант не очень такой, да, радостный. Ну, что есть, то есть, да, говорю как есть. Но лучше пускай обман, да, или измена раскроется, чем вы будете как в потемках, да, ничего не знать и чувствовать себя дурочкой, да. Ну, хорошо. Такой вот был первый вариант. Я надеюсь, вы выбрали правильный вариант, да, что вы не ошиблись, что тут именно речь о вас. Спасибо, однерочки. Тому, кому нужно было это услышать, услышали. Переходим ко второму варианту. Красное сердечко. Приветствую вас, двоечки. Это будем смотреть на другой колоде Ленорман, да. Золотые мечты. Вот это можно сюда. Хорошо. Так, будем смотреть. Стучит, гремит, да. На пороге стоит. Дверь открывает, на порог ступает. Так, по 3 карты. Стучит, гремит, на порог ступает, дверь открывает. Извиняюсь. Стучит, гремит, на пороге стоит. Дверь открывает и на порог вступает. Да. Хорошо. Итак, стучит и гремит. Можно смотреть как бы вместе. Ну, тут кого-то из вас ждет, может быть, какая-то поездка, да, путешествие, то есть такое отдаленное, да, отдаленная поездка с верным вам преданным другом, может быть, любимым человеком, да. То есть тут вот стучит и гремит, оно как бы вместе. Тут мужчина сам выпал, с которым у вас уже такие стабильные, прочные отношения, да, с которым вы уже, возможно, пустили корни, уже, может быть, у вас семья, может быть, это ваш муж, да. Но как-то, я не знаю, что-то между вами, какая-то игра, какой-то... Да, может быть, вы чего-то не знаете, может быть, он что-то от вас скрывает и играет с вами какую-то двойную игру, да, как-то что-то вот на выборе, да, и будем дальше смотреть, с чем это связано, да, на пороге стоит. Ну да, тут как бы показывает, что у мужчины есть к вам, конечно же, глубокие уже такие чувства, да, уже такие вот, ну, давние, да, чувства, ну, если вы семья, если это ваш муж, да, но он как-то, да, тут тоже карта маски выпала, он как-то носит перед вами маски, что-то он от вас скрывает, да, что-то вы, может быть, не знаете.
И вот скоро об этом как-то узнаете, да, потому что тут как бы компас выпал, да, он вас приведет к тому, этот компас, да, как бы вам покажет правильную дорогу, чтобы вы узнали что-то, что сейчас от вас скрыто. Да, то есть что-то он вам не договаривает, да, как уже кубики выпадали, двойную игру играет и как-то себя так ведет, да, ну может быть вы вместе куда-то с ним поедете, скорее всего, или может быть вы собираетесь с другом, с подружкой, да, тут могут же и мужчины, и женщины смотреть, потому что тут карта собаки, да, искренне какой-то верный друг, с которым вы собираетесь в путешествие. Куда-то, может быть, да, поедете. Или даже с ним. Потому что даже если он вам в чем-то не договаривает или обманывает, это не значит, что он вам изменяет. Он может запросто быть преданным вам и верным, да, но может быть что-то такое скрывает, да. Давайте посмотрим, с чем это связано. Дверь открывает. И на порог вступает. Ну да. Ну да, будет по этому поводу какие-то разногласия, ссоры, скандалы, возможно, да, но это будет, конечно, вас сковывать, это будут какие-то вам препятствия, да, будет это все с королем, да, то есть вашим мужчиной в дороге, то есть, может быть, это даже вот в этом путешествии раскроется. Да, может быть, это он что-то вот с каким-то другим еще королем что-то такое проворачивает, да, может быть, не хочет вас ставить в известность, пока не получится, да. Но тут как бы еще на порог вступает, да, тут как бы вам нужно время, да, чтобы это узнать, чтобы найти выход из положения, подобрать ключ и раскрыть вот этот обман, да. То есть это вот со временем как-то все раскроется. В маленьком большинстве случаев это, конечно, просто он с каким-то, может быть, с коллегой по работе, другом и так далее что-то планирует и вам об этом просто не говорит. Да, что-то хотят такое сделать. Может, по финансовому плане, по работе, по бизнесу, что угодно. А может быть... Да, очень маленький процент тут такой может быть, что о какой-то измене, потому что карта Лилии еще может говорить о чувствах, о физическом влечении, о сексе, да, может быть, на стороне у него кто-то появился, да, и поэтому он перед вами одевает маски, играет двойную игру, и вы об этом со временем узнаете, да, может быть, вот в этом путешествии вы как-то об этом услышите, узнаете, может, он сам вам расскажет, или как-то вы об этом узнаете, да, раскроется вот этот обман, неискренность. Ну вот, тоже, да, не очень радостные вести. Радостно, что какая-то поездка вам предстоит или путешествие, да, с любимым человеком, но потом или во время этого путешествия, или после этого путешествия, да, вы вот узнаете о каком-то вот обмане, да, двойной игре. То есть он перед вами одевает маски. Но это как меньше, да, меньше процентов проиграется. Больше тут просто такой, не очень такое, ничего страшного, да, а что-то с другом, может, по работе, что-то просто от вас, какие-то там финансы, вложения или деньги, или что-то такое, может быть, он от вас скрывает, но это вы потом все равно узнаете, да, но нужно еще время. Да, вот по компасу вы все равно вас это... Найдете вы ключ, да, вас приведут, и вы, ну, вот к этому, да, и вы узнаете, найдете все-таки.
этот обман. Хорошо, спасибо. Вот такой был второй вариант. Благодарю за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я надеюсь, вы не ошиблись вариантом. Вот. И сейчас переходим к третьему варианту. Да, розовое сердечко. Приветствую вас, троечки. Я пока раскладу карты. Итак, стучит, гремит, на пороге стоит, дверь открывает и на порог вступает. Хорошо. Итак, сначала я, наверное, сейчас все карты раскрою, да, чтобы время не терять, а то у меня тут уже мало времени на устройстве. Раскрою и потом вам все протрактую, расскажу, да. Итак, да, как я уже говорила, стучит, гремит, да, на пороге стоит. То есть вы получите какое-то известие, может быть, в письменной форме, да, то есть это или, ну, там сообщение, да, по телефону, или, может быть, в прямом смысле письмо придет. Будет это, то есть, да, такой не очень хорошие новости, да, может быть, от какой-то дамы, может, даже разговоры с ней будут не очень такие приятные, потому что это что-то связано вот с какими-то родственниками, да, с вашей семьи, с которыми вы на расстоянии, может, давно не виделись, много чего о них уже не знали, да, не слышали. Для вас это как-то будет такая неожиданной новостью, может быть, о болезни или даже о смерти, потому что карта гроба, да. Что-то вы узнаете, и будет у вас такая потом, предстоит вам дорога, конечно, да, может на похороны, или может быть просто, если это не прям уж смерть, да, а болезнь, то вы поедете, может быть, навестить этого человека, да, может быть, даже в больницу, да, в казенный дом, да. Ну, какие-то такие неприятные новости, да, вы услышите неприятности. Будет это, конечно, в какой-то степени и вам будет приятно опять в эти края съездить. Может быть, вы там раньше жили или выросли, детство провели. Да, может быть, или просто, да, вот этих родственников или семью, да. Может быть, вам это будет приятно съездить и провести с ними время. Но, конечно, повод будет, да, такой. То есть, или в больницу поедете, да, или даже на похороны. Но если это какой-то там родственник, да, отдаленно умер, и там все родственники, как правило, видятся потом. Дверь открываете, на порог вступает, да. Ну, это вот все как-то вместе связано. Вы на порог вступает, да. Ну дверь открывать. Ну, будет у вас тут вот дама выпала, может быть, это вы сами, да, будут у вас какие-то, может быть, хлопоты рабочие там, да, какие-то по поводу работы, финансов. Да, вот в казенном доме, может быть, что-то, да. Но у вас будет поддержка, да, от преданного друга, да, который вам предан, вас любит, может быть, от вашего мужа, да, там. И
Да, вот это связано с вашей семьей, с вашим гнездом, да, с родными вашими близкими людьми. Будете какое-то время на развилке, да, может быть, не будете знать, что вам делать, как вам поступить, но любовь и поддержка и преданность вот этого человека, да, может быть, вашего мужа, партнера, вам придаст силы, поддержку, и в конечном итоге, да, вы останетесь со своей стабильностью, в своей семье, но вот это вот какие-то вот эти хлопоты, вот это известие какое-то такое не очень приятное, да. Тут может быть два варианта. Или вот вы узнаете, какое-то вам известие придет от человека, с которым у вас давно закончились отношения, с которым вы на расстоянии, и который вас был обманул и был с вами неискренен, или просто с каким-то родственником, да, с которым вы давно не общались, прекратили общение, вот, или от родственников, да, в общем, получите известие про какую чью-то смерть, да, вот, приглашение как бы такое на похороны. Ну, хотя на похороны не приглашают, ну, как позовут, да. Может быть и так, и так. Ну, а так у вас, в принципе, все стабильно, все хорошо в жизни, работа, да, семья, у кого-то просто партнер, у кого-то семья, да, гнездо, какая-то своя стабильность, своя жизнь, да, тут карты просто показывают. Этот человек, который с вами рядом, ваш партнер, он вам предан, искренне, он вас любит, у него есть чувства, он будет дальше вас поддерживать, будет у вас дальше эта стабильность, будет все хорошо, немного будете нервничать, хлопотать по рабочим каким-то вопросам, делам. Но если вот это известие будет просто от человека, с которым вы давно не общались и на расстоянии, да, неважно, кто это, может, какой-то родственник, может, подруга, может быть, бывший какой-то там, да, или еще кто-то, это как-то вас даже, ну, вы будете в такой ощущение у вас такое будет двоякое какое-то, да, такие вот чувства. Для вас это будет неожиданно, да, как вот гром среди ясного неба, как сюрприз какой-то даже, но вы все равно обрадуетесь, у вас даже какие-то такие вот радостные чувства будет, будете ностальгировать, вспоминать о прошлом, да, будете опять общаться, говорить. Тут может просто показывать, да, ситуацию, что с этим человеком была, может, какая-то ссора раньше, да, в прошлом, и вы разъехались по разным городам, да, и перестали общаться по какой-то причине, да, ссоры, вот, и начнете опять общаться, вот. Но если это правда вот известие о чьей-то смерти, да, и вы поедете, как вас позовут на похороны, и там вы встретитесь с вашими родственниками, тоже общение будет такое для вас радостно, да, вам это принесет какой-то мере и радость, и печаль, и радость, как-то двоякая такая вот тут, такой вариант. Ну, у кого-то это общий расклад может и так проиграться, да. То есть печаль будет, что кто-то заболел или умер, а радость будет то, что вы все-таки там увидите, да, этих всех родных людей, с которыми вы уже 100 лет не общались, да. И будете там ностальгировать, вспоминать о прошлом и так далее, и поддерживать вас будет ваш стабильный мужчина, да, и ваш муж, партнер и так далее. Ну хорошо, вот такой был третий вариант. Розовое сердечко, благодарю вас. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Так, кто еще не подписался, добро пожаловать. Спасибо за лайки и подписки, спасибо за просмотр. Пишите, пожалуйста, комментарии, что у вас проигралось, что не проигралось. Буду рада. Делитесь этим видео. И до новых встреч. Пока.